Всем привет! Меня зовут Лена, и это канал магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. А у нас пополнение в коллекции мощных, стильных и внедорожных электросамокатов. Встречайте новинку 2022 года – Kuga Kirin G3. G3 на первый взгляд похож на некий симбиоз Kuga G1 и G2 Pro. Унаследовал ли он от своих прародителей все самое лучшее или не совсем? Давайте разбираться. Мотор у G3 находится в заднем колесе. Мощность заявлена 1200 Вт. При этом максимальная скорость 50 км в час. Хотя от такого мотора можно было бы ждать и более оптимистичных заявок. Аккумулятор 18 ампер-часов с напряжением 52 вольта. Хотя, что странно, на официальном сайте kugakirin.com указано напряжение мотора и батареи 48 вольт. Максимальный пробег там же указан 70 километров, а в инструкции только 40 километров на одном заряде. Истина, скорее всего, где-то посередине, но мы это сегодня проверим. Колеса диаметром 10,5 дюймов с пневматическими внедорожными бескамерными покрышками. Презентуется G3 как оффроад скутер. Он сделан из высокопрочного кованого алюминиевого сплава, без единого сварного шва по всему корпусу. И способен выдерживать большие нагрузки. Только посмотрите на эти мощные откосы руля с толстым слоем металла. Упругая, энергоемкая рычажная подвеска с эластомерами спереди и сзади. Больше напоминает первую версию G2 Pro. Возможно, она чуть уступает в комфорте в городе, зато на бездорожье не будет пылиться и скрипеть. Дорожный просвет несколько портит выступающая за нижний край батарейного отсека подставка. От нее до асфальта 15 сантиметров. И, видимо, производитель посчитал, что этого достаточно. Механические дисковые тормоза со 140-миллиметровыми вентилируемыми дисками на переднем и заднем колесе, которые тоже перекочевали сюда от старого доброго G2 Pro. Высокий и широкий руль, с которым самокат должен очень хорошо управляться. Но, правда, в лифт помещаться будет плохо, потому что руль не складывается. Регулировка по высоте тоже отсутствует. Дека шириной 22 см, с общей длиной 50 см. Спереди немного мешают откосы гуся, но сзади дополнительно есть подножка, и все это покрыто резиновым противоскользящим покрытием. Включается самокат коротким нажатием кнопки на курке газа. Курок под большой палец. С левой стороны очень удобный звоночек прямо под указательный палец. Посередине большой информативный дисплей. Тут вам и скорость с пробегом, и вольтаж, и заряд батареи в процентах, и расход в движении, и даже температура мотора. Но и это еще не все. Дисплей сенсорный. И настройки менять можно, нажимая прямо на экран. Правда, настроек не так много. Старт мотора с места или после отталкивания, переключение скоростей и управление светом. Из освещения у G3 задний габарит, и он же стоп-сигнал красного цвета, встроенный в подножку. Слабая боковая подсветка и два белых диода, встроенных в батарейный отсек спереди. Для езды в темноте этого, пожалуй, будет недостаточно. А что за яркая оранжевая лента висит у него на руле? Я сначала думала, что они так заморочились с ключом зажигания. Но нет, ключей здесь нет. А лента нужна для того, чтобы складывать самокат. Механизм складывания у G3 тоже не всем сразу очевиден, но опытные райдеры должны догадаться. Ведь что-то похожее уже было на все том же G2 Pro и на легендарном G-Booster. Чтобы сложить самокат, нужно открутить светоотражатель. Крутить, правда, придется долго. И вот когда вы его открутите и опустите рулевую стойку, тогда вам и пригодится оранжевая лента. Ее нужно закрепить за подножку, и тогда самокат будет удобно поднимать. И сколько, вы думаете, все это весит? Всего 26 килограмм. Все это звучит многообещающе, не правда ли?
Ну так давайте проверим его в деле. Я уже и сама жду с нетерпением. Трогается G3 довольно плавно и приятно, несмотря на то, что у курка газа очень большой свободный ход. Какое-то плавное управление газом отсутствует. У курка есть только два режима – мотор работает и мотор не работает. Поэтому, если необходимо контролировать скорость, то либо нужно переключать скоростные режимы, либо приходится то газовать, то катиться накатом. Был бы самокат более мощный, он бы все время дергался, как, например, Kuga Kirin GX. Но на G3 это особо не доставляет проблем. Динамика самоката умеренная и комфортная. Он довольно быстро разгоняется, но максимальная скорость действительно оставляет желать лучшего. Наш оператор с весом почти 100 кг разогнался только до 39 км в час по GPS. А мне с весом 58 кг удалось разогнаться до 44 км в час. В этот день был довольно сильный встречный ветер, но вряд ли это сильно повлияло бы на результат. Есть такое смутное ощущение, что самокат как будто что-то душит и не дает ему разогнаться быстрее. Когда он набирает скорость, хорошо чувствуется тяга мотора, а потом бывает такой легкий пинок, как будто рекуперация срабатывает, и самокат перестает ускоряться. При этом при больших нагрузках мотор очень ощутимо греется. При подъеме на эстакаду даже с моим весом мотор разогрелся почти до 80 градусов, а когда гоняет наш оператор, температура на дисплее доходит аж до 99 градусов. Не знаю, насколько, конечно, это соответствует действительной температуре, но цифры несколько пугающие. Ну и, кстати, раз уж мы заговорили о подъемах в горку, меня, безусловно, G3 способен, хоть и с небольшим усилием, поднять даже в самые крутые и затяжные подъемы. А вот на нашего оператора чуть-чуть силенок не хватило. Впрочем, на одном моторе с ним справлялась только старая версия G2 Pro, которую уже не выпускают. Но все-таки от такой яркой новинки хотелось бы ожидать чего-то большего. А вот подвеска мне на удивление понравилась. Она, очевидно, жестче и имеет более короткий ход, чем пружинная. Но не скажу, что заметила большую разницу непосредственно при езде по различным поверхностям. Лежачие полицейские, бордюры, брусчатку – все отлично отрабатывает и ехать вполне мягенько. Даже наоборот, его меньше раскачивает на кочках, из-за чего руль не болтается у вас в руках и сохранять управление самокатом чуть проще. Дека, особенно после G1, кажется не совсем удобной. Она вроде бы и широкая, но из-за откосов гуся и скругленных краев ноги широко не поставишь. А в длину и вовсе места мало. Подножка поначалу тоже кажется не очень уж удобной. К ней определенно надо привыкнуть. Но наш оператор так и не смог и говорил, что она для него совершенно неудобная. Я в целом привыкла, хотя нагрузка на мышцы ног была колоссальная. Ногу можно ставить не только подъемом на уклон, но и на самую верхнюю ступеньку. С таким упором даже я легко могу задрать переднее колесо, чтобы, например, запрыгнуть на бордюр. Так езда становится еще динамичнее и приносит больше кайфа и адреналина. Новый самокат ощущается очень собранным, мощным и надежным. Благодаря высокому и широкому рулю G3 очень хорошо управляется и входит в повороты. Погонять на нем по сложному рельефу местности действительно в кайф. Механизм складывания у G3 такой, что люфта в нем нет и в помине. И не должно быть. Но все же, спустя всего 30 километров пробега, рулевая стойка на новом самокате начинает ощутимо болтаться. И это большой конструкторский косяк. Но происходит это не в механизме складывания, а чуть выше. Как мы поняли, труба рулевой стойки чуть шире, чем шток, на который она крепится. И он начинает болтаться, как карандаш в стакане. Поэтому, как эти боковые болты не затягивай, люфт не уходит. На форумах, конечно, уже появились сообщения о том, как это можно исправить. Но на новом самокате так не должно быть. По-хорошему, это недоработка производителя, которая им же и должна устраняться. Я уж не говорю о том, что хорошо бы снять всю партию с продажи, чтобы это исправить. И, к сожалению, это не было единственной проблемой самоката, хотя остальные и не столь существенны. Давайте начну с тормозов. Настроены они были не лучшим образом. Задний тормоз был довольно-таки мягкий и плавный. Его хватало, когда нужно слегка притормозить.
Если нужно было остановиться быстрее, вполне логично было бы вдобавок к заднему нажать еще и передний тормоз. Но тогда самокат просто вставал колом, и при неосторожности вполне можно было бы улететь через руль. Рекуперация при этом срабатывала как-то странно. Примерно так же, как и курок газа. Только когда ты выжимаешь рукоятки тормоза до конца. И какой-то плавности у нее тоже нет. Она либо срабатывает, либо нет. Это очень хорошо заметно на крутых горках. Но во время движения по ровной поверхности ее не так легко заметить. Так что, по сути, она тут бесполезна. Еще одна недоработка – это подножка самоката. Вот уж не думала, что у производителей до сих пор будут проблемы с тем, как сделать устойчивую подножку. Но, увы, при малейшем наклоне вперед она складывается и самокат заваливается на бок. При этом сразу же порвались грипсы и слегка заглючил бортовой компьютер. Вылечилось это старым добрым методом – выключить и снова включить. Но нервных клеток слегка подубавилось. Ну и еще один косяк, самые глазастые, возможно, уже заметили. У самоката горит только одна передняя фара. Да и вообще, режимов света кажется как-то многовато, и управление оказывается отнюдь не самое удобное. Тыкать в дисплей на ходу, отпуская рукоятку руля, неудобно и небезопасно. Можно воспользоваться кнопкой на курке газа. Одиночным нажатием она переключает свет, а двойным – скорость. Например, чтобы переключиться с третьей скорости на вторую, нужно 2 коротких нажатия, пауза и еще 2 коротких нажатия. Напоминает азбуку Морзе. И так выходит, что либо ты при переключении скорости включаешь фары, либо при включении фары переключаешь скорость. И рано или поздно это начинает слегка раздражать. Наш вердикт. Kuga Kirin G3 выглядит круто. Задумка интересная, дизайнеры молодцы. А вот конструкторы и инженеры – рука попы. Поэтому на практике все не так радужно, как хотелось бы. Для мощного самоката очень заманчивым кажется его небольшой вес. Но по итогу он оказывается не таким уж и мощным. Да еще и с приличным набором недоработок. А с учетом его цены я бы, откровенно говоря, посоветовала лучше присмотреться либо к тому же G2 Pro, либо к старому доброму G1, который совсем немного дороже. В следующем видео мы, пожалуй, даже сделаем сравнение с одним из них. У G3, конечно, можно поначалу радостно, как ребенок, потыкать в тачскрин. Но, как от всего нового, эта радость быстро проходит. А больше этот самокат особо ничем и не примечателен. У меня на этом все. С вами была Ленка и магазин Kuga Самокат. Берегите себя на дорогах. И до скорых встреч!